Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. И расклад наш сегодня будет на Аллу Борисовну Пугачеву. Визит Аллы Борисовны Пугачевой на похороны Валентина Юдашкина стал самым обсуждаемым событием, муссируемым в интернете. Нелестные высказывания артистов и телеведущих были отмечены в сети, что, мол, дескать, почему ее вообще сюда пустили, и так с ней сюсюкаются, она ведь родину предала, и все в этом духе. После похорон Аллы тут же покинула Россию и улетела обратно в Израиль. Так кто же такая эта загадочная Алла Пугачева, которая высказывается против войны на Украине, но все равно была допущена до родной земли, чтобы попрощаться с Юдашкиным? Почему сейчас происходит травля Пугачевой, и даже Филипп Киркоров, который был с ней бок о бок много лет и искренне, казалось бы, любил ее как друга, не хочет видеть ее и стоять рядом? Что скрывает Алла Пугачева и в чем ее главная тайна, а также для чего ей дети из пробирки? И есть ли закономерность в том, что и у Киркорова дети появились подобным образом? Мы сегодня на все эти и другие вопросы ответим на картах «Безумной луны» Патрика Валенса. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком, это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на мои социальные сети, как всегда, в описании. Мы начинаем с сигнификатора, как обычно, когда мы с вами гадаем на личность. Сигнификатор – это настроение и то, в каком состоянии сейчас находится человек. Его окружающая действительность, то, как он чувствует и воспринимает этот мир. Настроение, эмоциональный фон. Здравствуйте, карты. Покажите мне, пожалуйста, сигнификатор Аллы Борисовны Пугачевой. Настроение, умозаключение, эмоциональный фон. Покажите мне, пожалуйста, сигнификатор Аллы Борисовны Пугачевой. То, как она себя чувствует, то, что она сейчас думает об этой жизни. Настроение, сигнификатор Аллы Борисовны Пугачевой. Туз кубков. Знаете, тут эмоции через край. Эмоции, причем хороших эмоций, хочу сказать, да, она не чувствует себя какой-то поверженной, да, она чувствует себя победителем. Туз кубков – это вообще ее такая большая, огромная победа над чем-то, да, победа добра над злом, да, она несет свой кубок любви, она может высказаться, то, как она это хочет сделать, да, она хочет высказаться очень громко, не так, как высказываются другие люди. Здесь черная девушка, и ей нравится то, как она выглядит. Черная девушка другой национальности, негритянка, индианка, да, неважно, другой расы, другой национальности имеет право высказать свои чувства. Алла Пугачева у нас здесь представлена как человек другой национальности, другой расы. Тот человек, который в России имеет право сказать то, что он думает на самом деле о войне на Украине. И она это делает, и ей это нравится. Она чувствует себя победителем, она несет этот кубок полной любви и чувств, которые она посылает своим поклонникам, которые в нее верят до сих пор и верят в то, что она вернется в Россию. Да, и ей нравится то, что она подпитывается тем настроением, теми эмоциями тех людей, которые ее любят до сих пор. Она чувствует себя победителем, вот какое у нее настроение. Она окружена любовью, она окружена детьми, она окружена тем, что вокруг нее 24/7 сплошные чувства, эмоции настоящие, такие, какие она всю свою жизнь хотела видеть рядом с собой. Человек богатый, человек в достатке. Посмотрите на одеяние девушки, фиолетовое, золото, да, то, что ее окружает, это злато богато, но это для нее не главное. Главное то, что в кубке. А в кубке полная чаша любви, которую освещает луна, полная чаша чувств, эмоций, высказываний, которые она может, не стесняясь, показать и рассказать тем людям, которые просто не верили, что такое возможно, да, что возможно вот так вот просто взять и высказать то, что ты думаешь на самом деле. Она чувствует себя победителем. Это победа. Это ее даже не маленькая, а большая победа. Ее настроение превосходное сейчас. Туз кубков. Кем на самом деле является Алла Борисовна Пугачева? Покажите мне, пожалуйста, характеристику личности Аллы Борисовны Пугачевой.
Покажите мне, пожалуйста, карты, характеристику личности Аллы Борисовны Пугачевой. Кем на самом деле является эта женщина? Покажите мне, пожалуйста, характеристику Аллы Борисовны Пугачевой. Кем на самом деле является этот человек? Королева кубков. Ну вот представляете, что творится? Туз кубков — это прям эмоции, да, которые через край. Королева кубков — это женщина, ну, во-первых, опять-таки в достатке, да, женщина несет свой кубок полной любви и полной эмоций. Человек, рожденный для того, чтобы быть в семье, для родных, для близких. Человек, который способен на понимание, на поддержку. Человек совершенно других нравов, несмотря на то, что возле нее крутятся вот эти богатые люди, крутится вот эта богатая свита, она совершенно другая. Посмотрите на темную кожу этой девушки. Темная — это значит отличается от тех, кто обитает рядом с ней. И несмотря на то, что она отличается, она этого не стесняется. Она высказывает свои эмоции тогда и так, как ей это нужно. Тогда, когда захочет, так и как ей это нужно. Она несет этот кубок полный высказываний, полных чувств, полных эмоций каких-то, да, и тем самым она показывает, что да, я такая, какая я есть, я такая простая, несмотря на какую-то знатную принадлежность, несмотря на то, что у меня много каких-то средств, да, несмотря на то, что меня окружают люди знатные и богатые, я совершенно другой человек, потому что кожа у меня даже совершенно другого оттенка, понимаете? Я не говорю это в прямом смысле этого слова, это не буквально, да, я думаю, вы понимаете меня. Кожа другого оттенка — это значит, внутри меня что-то совершенно другое. Не такое, какое внутри тех, кто меня окружает. Королева кубков — человек вообще по жизни, по характеристике личности, это поддержка, это опора для того человека, кто будет с ней рядом. Тот человек, кто будет с ней рядом, ему очень повезло. Это очень хороший друг, очень хороший наставник, поддержка, любовь, доверие, да, от этого человека всегда вы получите. Человек очень мягкий, на самом деле, очень добрый глубоко внутри, да, пусть снаружи у этого человека броня. Иногда королева кубков очень часто, в частых случаях она вынуждена защищаться, надеть на себя броню. Почему? Потому что не похожий на других человек вызывает либо какое-то негодование, либо наоборот улыбку, да, либо какой-то гнев. Почему ты не похожа на тех, кто рядом с тобой? Ну, так часто бывает, да? Если вы крутитесь в каких-то кругах, где деньги, где власть и так далее, но вы глубоко верующий, какой-то добрый, понимающий человек, и на вас смотрят непонимающий, да? Вы должны соответствовать вроде бы социуму, в котором вы обитаете, однако это далеко не так. Вот здесь человек полон любви и гармонии к себе. Вот действительно человек полюбил и принял себя такой, какая она есть. Но ей сначала было очень сложно это осознавать, потому что она всегда была не такая. Она была всегда за правду, за какую-то поддержку, да, за высказывание своих собственных чувств, то, что она чувствует, то и высказывает. А люди были как будто бы против. Почему? Потому что она из какого-то вот, я не говорю из знатного рода, да, она на сцене, из шоу-бизнеса, у нее есть деньги. Почему ты не ведешь себя так, как ведут себя многие другие? Вот как-то так, дорогие мои. Хорошая характеристика личности. Человек, который не предаст. Человек не предатель. Человек тот, кто сядет и выслушает все твои проблемы, которые накопились у тебя на душе. И поможет тебе еще при этом, мало того, что выслушает. Вот такая королева кубков. Почему Пугачева покинула страну? С чем это связано? И связано ли это с ее политическими соображениями? Почему Алла Пугачева покинула Россию? С чем это связано? И связано ли это с ее политическими соображениями? Сейчас посмотрим. Почему Алла Пугачева покинула Россию? С чем это связано? И связано ли это с ее политическими соображениями?
Смотрите, да, это связано с ее политическими соображениями однозначно. Тут нет никакой мистики, никакой другой какой-то подоплеки, да. Здесь в основном непринятие человека, опять тут, да, у нас эмоциональный человек. Что мы говорили? У нас две первые карты были туз кубков, да, эмоции хлещут через край, и она рада, что она может выразить эти эмоции сейчас. Королева кубков, человек, который всегда поддержит, никогда не предаст, всегда выскажет то, что ей хочется. Рыцарь кубков — человек, который безумно хочет высказать свои чувства, но не может, потому как на нем надета броня. Он не имеет собственных ног, он как такой вот конек-горбунек. Однако он безумно стремится к тому, чтобы рассказать, показать людям, народу, я не знаю, еще кому-то. Да, опять посмотрите на цвет кожи. Цвет кожи другой, он иной, он не такой, как все. И это всех бесит, понимаете? Рыцарь кубков хочет высказать эмоции, несет этот кубок полный любви, чувств, каких-то высказываний, да, то, что он хочет высказать, но не может, потому что он одет в броню, ему просто не позволяют. А не позволяет ему ситуация, которая сейчас происходит в стране, да, рыцарь мечей, люди воюют по какому-то дьявольскому, темному, нехорошему договору. Я сейчас имею в виду войну с Украиной. Это дьявольский, нехороший, темный какой-то договор, заключенный с некими темными силами, да, которая после дьявола все ведет к четверке мечей, да, к тому, что люди вот так вот в лёжку лежат, да, там убивают людей и так далее. То есть это нехороший договор. Человек хочет высказаться, я про Аллу Пугачеву, да, сейчас говорю, хочет высказаться человек, но не может. Нет у него своего мнения, как будто бы в этой стране нет своих ножек, на нем броня одета, он вынужден быть интровертом, вынужден закрыть в себе все чувства, которые он хочет высказать, которые он хочет донести до народа. Однако человек это высказал. И ситуации в России, которые сейчас происходят по рыцарю мечей, по дьявольскому договору, это, конечно же, не понравилось. Не понравилось это главным образом некому королю Пентаклей и некой королеве Пентаклей. Это пара. Это либо муж и жена, либо это просто пара, которым безумно не понравилось то, что высказал рыцарь кубков. Рыцарь кубков, представьте, что это Алла Пугачева, которая пытается высказать то, что у нее наболело на душе, и то, что действительно она хочет высказать. Но она не может, потому что есть некая военная операция по дьявольскому договору, да, собственно говоря, и есть некий король Пентаклей и королева Пентаклей, которые держат все в своих руках, вот так вот просто, да, и куча у королевы Пентаклей особенно, да, куча каких-то подчиненных рядышком, которые ходят вокруг нее. Она такое ощущение, как будто очень сильно действует на короля Пентаклей, такое ощущение, как будто она его подзадоривает, подначивает, мол, поговори с ней, да, и тут как будто бы был очень такой серьезный разговор между рыцарем кубков, то есть Пугачевой, и между неким королем Пентаклей и королевой Пентаклей. Вот эта пара. Вот этого человека подначивает вот эта женщина, то есть его пара, его супруга или его девушка, там, я не знаю, да, и говорит, поговори с ней, да. Король Пентаклей разговаривает с рыцарем кубков, то есть с Аллой Пугачевой, и говорит о том, что у нас сейчас в стране происходит некий разлом, да, разлом в каком плане, мы сейчас воюем с другой страной. Но Алла понимает то, что это неправильно, это нечестно, и, собственно говоря, принимать в этом она участие не имеет никакого желания. Принимать участие в этом не имеет никакого желания. И король Пентаклей, королева Пентаклей говорят ей о том, что ей нужно что? Лечь на дно. Залечь на дно по четверке мечей. Не уйти, не уйти, не вернувшись никогда, да, в эту страну, а просто залечь на дно. Потому что по соображениям этическим каким-то, да, она не имеет права находиться в этой стране после своих высказываний. Она им говорит, я хочу высказаться, я все равно выскажусь против. Ты выскажешься, но тогда ты заляжешь на дно. Ты заляжешь на дно в любом случае. И человек уезжает из страны, соответственно говоря, для того, чтобы залечь на дно. Почему? Потому как высказывания эти очень неприятны не вот этому королю Пентаклей, конкретной королеве Пентаклей, а кому-то выше, которые стоят выше над этими двумя людьми.
То есть эти люди, в принципе, уважают Аллу Пугачеву. Я не знаю, кто эти люди. Эти люди, в принципе, уважают Аллу Пугачеву, но говорят ей о том, что в связи с тем, что ситуация такая сейчас в стране, ты должна покинуть страну и залечь на дно. И она страну покидает. Нет никакой мистики здесь, нет никакого-то скрытого подтекста. Здесь действительно человек уехал по вот этим антиполитическим, да, соображениям. Травля на Пугачеву от звезд. Почему это сейчас происходит? Да, в сети там писали о том, что почему, мол, она приехала на похороны Юдашкину, вообще как посмели ее пустить, почему ее там в попу не целуют на Красной площади и так далее и тому подобное. Много чего писали. Почему происходит травля на Пугачеву от звезд? Этому кто-то способствует или сами звезды негодуют, да, как-то. Почему происходит сейчас травля на Пугачеву от звезд? Почему происходит травля на Пугачеву от звезд? Заключение некого договора между мужчиной и женщиной, которые договорились вытащить все последние соки и дожать человека, да. Здесь происходит травля по определенному сговору, для того, чтобы человек чувствовал себя плохо, для того, чтобы человек чувствовал какой-то удар в сердце, боль, предательство, да, и для того, чтобы человек перестал чувствовать себя вот этой феминисткой, вот этой королевой жезлов. Здесь изображена королева жезлов, здесь как Алла, да, изображена королева жезлов, феминистка, которая сама за себя может постоять, и в огонь, и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит, да, я извиняюсь, я немножко сегодня буду, у меня немного слова сегодня теряются, немножко подустала, но это как бы не мешает делу. Королева жезлов – это человек огненного знака зодиака, женщина, феминистка, бизнесвумен, которая сама за себя может постоять в любой ситуации, сама себя в этой жизни вытащила из грязи в князи, да, в хорошем смысле этого слова. И вот эту королеву жезлов пытаются в этой Алле Пугачевой сейчас убить просто, да, чтобы она заскучала, чтобы ей стало скучно, плохо в другой стране, там, я не знаю, она вернулась с другими соображениями, вернулась дальше зарабатывать деньги в своей стране. Ее на самом деле хотят вернуть, и на самом деле вот этот сговор между звездами, да, это самый главный сговор между каким-то мужчиной и какой-то женщиной. Тут как красная королева изображена и некий темный рыцарь, да, некий темный мужчина в дьявольском тоже каком-то обличии. Здесь они заключили договор, чтобы выжать последние соки, вытащить вот как этот чеснок из трухлявой земли, из сухой земли, выжать последние соки из человека, чтобы человек сообразил, что происходит, чтобы он не был вот этой феминисткой, вот этой королевой жезлов, чтобы королева жезлов в Алле Пугачеве уснула, чтобы это глубоко ранило ее сердце, чтобы она поняла наконец, что ей нужно возвращаться домой, что она должна зарабатывать деньги именно в России, у себя дома, что она не должна там возникать, должна молчать, да, и что ей должно наскучить вообще в ее стране, где она сейчас пребывает, вдали от друзей, вдали от коллег, то есть она должна вернуться таким способом. Они так считают. Вот они считают, что заключив договор, что сплотившись вместе против Аллы, она должна остепениться и вернуться назад, зарабатывать деньги в той стране, ну, где она должна зарабатывать, собственно говоря, да, и перестать быть вот этой королевой жезлов, перестать насмехаться над ними и перестать быть вот этой воинственной женщиной, что это глубоко ранит ее сердце, все вот эти высказывания, вот эти комментарии в сети. Ну, вот они все вместе как заговорились, но главными в этом сговоре являются некий мужчина и некая женщина. Последние соки выжать из человека. Ну, у человека там, в принципе, все нормально на самом деле. Никто из нее последние соки не выжимает. А если у Аллы контракт с темными силами? Если был такой вопрос от подписчика. Если у Аллы Пугачевой контракт с темными силами, масонами, сатанистами, как угодно называйте, да. Я не говорю конкретно сейчас про дьявола, да, я говорю про обычных людей. Темные силы – это не всегда дьявол, люди иногда страшнее, поверьте. Если у Аллы Пугачевой контракт с темными силами? Если у Аллы Пугачевой контракт с темными силами?
Где карта вышла? Ведь королева жезлов вышла. Смотрите, продолжительное время был. Да, конечно, был, да, в любом случае. Не зря она стала такой вот известной примадонной, да, она заключила контракт по творческой карте, да, по семерке кубков, в колеснице, да, то есть колесница указывает на то, что она долго на это не соглашалась. Но все-таки заключила контракт с черной луной. Творческая карта, рядом черная луна, да, на какой-то продолжительный период времени по повешенному. Продолжительный период времени по повешенному был заключен контракт по Луне с темными силами. Луна – это темные силы, да, творческий процесс по шоу-бизнесу, да, то есть с темными силами для того, чтобы продвинуться в шоу-бизнесе. Про продвижение у нас говорит карта колесница, но еще она говорит о том, что она долго не соглашалась, потому что колесница у нас находится в броне, в бронежилете таком, да, и она долго думала о том, чтобы согласиться, не согласиться, в итоге согласилась, и какой-то продолжительный период времени здесь показано от 10 до 12 лет она была в этом контракте. Но потом она стала самостоятельной женщиной, ее стали реже показывать по телевизору. Ну, такое ощущение, как будто бы вот то ли наскучила, как будто бы она всем, да, то ли такое ощущение, как будто вот песни ее как-то уже, вот, ну, когда перестаешь общаться с темными силами, да, когда либо расторгаешь как-то договор, тебя вот как вот ненужный бокал выбрасывают и вышвыривают. Она стала самостоятельной личностью, опять вышла ее карта королевы жезлов. Кстати, обратите внимание, когда я гадала на Филиппа Киркорова, у меня есть гадание на моем канале про Филиппа Киркорова, Алла тоже выходила везде королевой жезлов. Это прям ее карта. Это карта феминистки, бизнесвумен. Я все сама, я все сделала сама для себя. Я себя сделала сама и никому ничего не должна. Да, и есть песня у Лолиты. Вот здесь, собственно говоря, это она. После какого-то продолжительного периода времени она отказывается от договора с темными силами. Вот здесь отказ от договора с темными силами, собственно говоря, по пентаклям, да, по десятке пентаклей. И она становится самостоятельной личностью, самостоятельной королевой жезлов. Сейчас контракта с темными силами у нее нет, но был продолжительный период времени от 10 до 12-15 лет по повешенному. На данный момент она его не имеет. Символично вообще, что у Аллы и у Филиппа Киркорова дети из пробирки. Из пробирки им родила детей суррогатная мама, да. Связано ли вообще это как-то между собой? Потому как я почему-то решила, что связано каким-то образом, возможно. Потому как Алла и Филипп продолжительное время были вместе, и у них, и у Аллы, и у Филиппа по 2 детей, да? Но это вот немножечко так странно. Но, по-моему, насколько я знаю, я прошу прощения, да, заранее извиняюсь, вы мне скажите, по-моему, 2, да, детей у Аллы, если не ошибаюсь, и у Филиппа точно 2, я знаю. Вот у Аллы я знаю, что есть девочка и, по-моему, мальчик. По 2 детей. Вот очень символично, как-то это взаимосвязано или нет, мне интересно. Как-то взаимосвязано, что у Аллы и у Филиппа дети из пробирки. Как-то взаимосвязано это между собой. Сейчас, извините, переворачиваются карты. Как-то это взаимосвязано или нет между собой. Детская карта выпала сама. 6 кубков выпала сама. 3 пентаклей. Интересно. 6 кубков, 3 пентаклей и король кубков. Такое ощущение, как будто ищет себе замену король кубков некий, да. Здесь про Аллу ничего не говорится, потому как верховная жрица Алла, да, закрыта для того, чтобы... Я уже говорила о том, что человек достаточно закрытый в том плане, что посягают на ее семью, да, на какое-то ее, то есть она закрывается от того, что люди посягают на ее семью, на ее личное пространство. Она человек, который любит
высказывать эмоции, любит высказывать какие-то чувства, но она тот человек, который вот семью свою прям вот бережет, как зеницу ока. И она прям не любит, когда к ее семье подходит близко. Она становится некой верховной жрицей. Во-первых, она очень умная, очень хитрая женщина, да, рационально мыслит, мужской стороной к нам повернута, одета в черное одеяние и каменные крылья за спиной, твердо стоит на ногах, знает, чего хочет, говорит: нет, не подходи ко мне, я тебе семью свою не дам. А напротив нее, наоборот, есть некий король кубков. Тоже богатый человек. Вот король кубков здесь не королева кубков, к сожалению. Да? Король кубков здесь любитель погулять, покутить, любитель как-то красиво одеться, да, навешать на себя все самое красивое. Да? Это, скорее всего, вот как раз Филипп Киркоров. Вот как раз Филипп Киркоров готовит себе подмену из детства. То есть для того, чтобы продолжить свой знатный род. Настолько он жаден не до денег, а жаден до того, чтобы только его считали королем на сцене, и только его семейство считали бы самыми лучшими, самыми прекрасными магами, теми людьми, кто правит этим балом, кто правит этим шоу-бизнесом, что он готовит себе замену. Здесь, да, здесь как такое, знаете, как конкуренция такая между Аллой, да, но Алла с ним не конкурирует, конкурирует почему-то с ней Филипп. Такое ощущение, что вот он не хочет, чтобы ее дети были лучше, чем его дети. И он переделывает своих детей так, как хочет, под себя, делает то, что нужно для него из своих детей, детская карта, из своих детей переделывает, шлифует так, как нужно королю кубков. Король кубков — человек, который на сцене король, в жизни король, и он жаден до какой-то вот этой праздности, чтобы в шоу-бизнесе были только они короли. Только их семейство было королями, только их семейство было в шоу-бизнесе, я не знаю, самыми лучшими там певцами, артистами и так далее, да. Даже когда смерть заберет его, да, к себе, то он жаден до того, что он хочет оставить после себя кого-то, кто был бы таким же грандиозным, таким же сногсшибательным, да, на сцене, как он. Но почему-то идет какая-то женская карта еще от этих карт, да? Как будто бы вот он не мужчину готовит, не короля готовит, а девочку готовит. Девочку, мага, который пока ничего этого не умеет. И, возможно, и не научится. Такое ощущение, да, что вот у него девочка и мальчик, но он готовит девочку, которая, возможно, никогда этому искусству, как он, искусству на сцене, быть вот такой вот раскрепощенной, как он, не научится. Маг — человек, который здесь на самом деле ничего не умеет и очень сильно боится облажаться. Здесь маг в «Безумной луне» представлен человеком неумехой, который пытается и берется за все подряд, но ощущение, что не станет таким, как этот король кубков. А он так хочет этого. И поэтому вот ребенок, конкретно девочка, почему-то, ему нужен для того, чтобы как-то переделать под себя и чтобы выйти на сцену, да, чтобы быть этим самым магом. Но магом она не станет. А вот Алла, по верховной жрице, вообще закрывается и в свою семью просит никого не лезть. Для нее дети это святое, для нее дети, здесь показано, что по верховной жрице это то, что она бы хотела их оградить от какого-то внешнего мира, да, вот от каких-то там журналистов, шоу-бизнеса и так далее. То есть она наоборот ограждает, а он наоборот хочет вывести в свет, понимаете их? И не их, а конкретно одного. Вот почему-то у меня идет девочка. Вот эта карта именно женская. Но девочка, несмотря на то, что здесь маг-мужчина нарисован, девушка, такое ощущение не сможет стать таким, как вот Филипп. Здесь символично в том, что Филипп хотел так же, как Алла. Вот хотел так же, как Алла, чтобы детки были... Чтобы, вернее, Алла не смогла своих детей как-то вывести на сцену, чтобы его дети были как-то лучше ее детей, что ли. Вот это как какая-то конкуренция такая глупая вообще абсолютно. Здесь конкретно именно конкуренция идет от карт. И вот это самое глупое, что вот он почему-то решил вот распетушиться так, что я, кто я, да, мы самые лучшие, наша семья самая лучшая, короли мы. Кто не мы, как не короли.
или наоборот, да, там. Ну, в общем, Алла никак с ним не конкурирует. Алле действительно нужны дети. Почему? Потому что она хотела детей. И здесь закрыта она почему? Потому что она не хочет своих детей выводить в свет из-за того, что не хочет травмировать как-то их детские судьбы. А этот, наоборот, хочет. И конкретно одного человека он понял, что конкретно один человек добьется какого-то результата. Но этот человек один конкретно не добьется. Этот человек девочка. По магу девочка не будет обладать теми способностями, теми знаниями, той харизмой, какой обладает сейчас Филипп. Вот так вот, друзья мои. Для чего им дети, если в этом злой умысел? Ну, мы уже ответили на этот вопрос, что Филипп хочет после себя оставить наследника, который бы станет королем, королевой, затмит всех, затмит Аллу, ее детей, да, и так далее. Алле нужны дети, потому что она хотела детей. Это мы выяснили. Нет в этом тоже никакой мистики, никакого злого умысла. Это мне спрашивала подписчица, но вот, к сожалению или к счастью, я не знаю, вот расклад такой более-менее, так скажем, получился стандартный, да, без какой-то прям мистики яркой. Но в любом случае, дальше отвечаем на вопросы. Почему Киркоров назвал дочь в честь Аллы? Вот это очень интересный вопрос. Этот вопрос я хочу задать сама от себя. Почему Филипп Киркоров назвал дочь в честь Аллы? Ее зовут Алла Виктория. Очень интересно. Почему Киркоров назвал свою дочь в честь Аллы? Алла Виктория, я прошу прощения, у меня карты тут сходят с ума. Это моя вина. Почему Филипп Киркоров назвал дочь в честь Аллы, Алла Виктория? Боже мой. Верит в мистику человек, да, просто невероятно. Он прям ждал этого момента, когда родится тот ребенок, девочка, да, он прям ждал почему-то именно девочку, чтобы утереть нос, и чтобы, ну, Виктория, Алла, Виктория, это же победа. Да, Алла – это победа. Алла – победительница, да. И я утру всем нос и мимикрирую под того человека, с которым когда-то был. То есть Алла – это тот человек, которого он глубоко уважает, как я понимаю, да, и которому, как он считает, он в подметке не годится. Вот Филипп считает по шестерке пентаклей, что он Алле не годится в подметке. Вот так вот, понимаете, его это жутко бесит по рыцарю жезлов. И он ждал по тройке жезлов, ждал время, тройка жезлов, это вот, ну, быстрее бы, да, быстрее бы родилась та самая доченька, когда я назову ее вот таким звучным именем Алла, да еще добавлю Виктория, добавлю еще победу, да, для того, чтобы она утерла всем нос, и для того, чтобы она стала сильнее, как-то лучше этой самой Аллы. Ну, это глупость какая-то на самом деле, да, вообще кошмар какой-то, мимикрировала бы под Аллу и стала бы на нее похожа чем-то. То есть у меня такое ощущение будет, что чем старше дочь будет становиться, он даже будет как-то ее то ли завивать кудри, как-то будет как у Аллы, да, то ли одевать, как-то ее будет похоже. Ну, то есть вот она как-то будет чем-то похожа на Аллу в молодости, понимаете? Он очень хотел, чтобы она была на нее похожа в молодости, но это как какая-то мания уже, если честно. Он прям ждал, когда родится девочка, Алла Виктория, победа, потому что он считает, что сам он Алле в подметке не годится, потому что он как вот здесь милостыню просит, да, а она ему так немножечко от себя отщипывает. То есть он даже половинки мизинчика того не имеет, что есть у Аллы. Он так считает, он никогда в этом не признается. И его это жутко бесит. По королю жезлов. Король жезлов это, кстати, сам Филипп. Да? Сам Филипп, который хочет плодиться и размножаться, так сказать, если это так можно сказать, да, и чем больше детей, тем больше шансов получить какую-то такую королевскую династию. Ну, это вообще какой-то у человека бзик, если честно, немножко. Вот такая вот история интересная, да, как они у меня лежали. Такая вот интересная история. Он хочет, он очень долго ждал этого момента, хотел вот этой вот
вот это вот туза Пентаклей, чтобы назвать именно тем звучным именем Алла Виктория Победы, чтобы Алла Виктория была как бы похожа на Аллу Борисовну чем-то. Его безумно бесит то, что он никогда не мог превзойти Аллу. По королю жезлов, король жезлов — это сам, собственно, Филипп. Вот поэтому он назвал ее Алла Виктория, действительно в честь Аллы он добавил Виктория, победа, то, что действительно она победит, она станет лучше Аллы, что ли, я не знаю. Но это такое немножко маниакальное, конечно. Какую роль Алла выполнила в российском шоу-бизнесе? Какую роль Алла Борисовна выполняла в российском шоу-бизнесе? Какую роль Алла Борисовна выполняла в российском шоу-бизнесе? Какую роль Алла Борисовна выполняла в российском шоу-бизнесе? Императрица, королева, конечно же, это главный человек среди иллюминатов, да, здесь говорится, конечно же, о договоре с темными силами, после которого ей стало очень тяжело, пришлось как-то просить некого короля Пентаклей заканчивать этот договор. Какую роль она исполняла? Роль императрицы, роль королевы, самая главная была среди всех вот этих вот людей, так скажем, да, в шоу-бизнесе, связанных с темным договором, надевала на себя маску, была совершенно не той, кем она казалась, да, на самом деле. То есть была совершенно не тем человеком, за ней очень усиленно следили. Такая слежка была 24/7, после чего она обозлилась, ей стало больно, ей стало обидно то, что она сделала, за то, что она заключила договор с неким королем Пентаклей, который предложил ей большую денежку, да, за то, что она заключила этот темный договор. Она императрицей стать-то стала, ей было какое-то время прикольно, то, что она там с деньгами, но ей не нравилось все это время то, что она притворяется. С деньгами-то она была с деньгами, но внутри нее была пустота. Она была вот таким вот моральным инвалидом. Да, видите, на ножку посмотрите. Ей это очень сильно не нравилось, она начала раздражаться, она начала ругаться с королем Пентаклей, видите, нож окровавленный. Она начала с ним вот прям на ножах быть, да, в штыки воспринимать каждое его слово, а за ней очень усиленно следили. А она такая свободолюбивая женщина, которая не потерпит, чтобы за императрицей следили шаг за шагом. Ей это стало очень тяжело, и по десятке Таро она захотела уйти в новую жизнь просто, и все. Да, она выполняла роль вот этой королевы, король на эстраде всего вот этого темного царства, сейчас это Филипп Киркоров, а она была тогда королевой. И поэтому, собственно, его сделали королем эстрады, понимаете, да? Тогда она была королевой императрицей, заключившей договор с неким темным королем Пентаклей, после чего ей все безумно надоело, она от этого устала и ушла. Каким-то образом ей удалось уйти, хотя многим не удается. Ее до сих пор уважают, кстати, очень сильно. В этом мире темном, так скажем. Какую роль Алла исполняла в российском шоу-бизнесе? А кто сейчас за место нее? Кто сейчас за место нее стал королевой эстрады? Есть ли такой человек? Кто сейчас за место нее? Кто сейчас за место нее стал королевой этой темной эстрады, этого темного шоу-бизнеса? Так что карты опять вышли с королем Пентаклей. Секундочку, дайте еще раз перемешаю, прям хочется какие-то другие карты вытащить. Кто за место нее стал этой самой королевой? Ну, слушайте, тут как бы без вариантов вообще. Понятно. Без вариантов, потому что они должны были выпасть, понимаете, что происходит, да? Тут я мешаю, не мешаю, без разницы вообще. Человек, который против того, что сейчас происходит в другой стране, то есть войне на Украине, здесь про войну еще говорится, да? Но почему-то он договорился с неким королем Пентаклей, с тем человеком, который, собственно говоря, кто за место Аллы сейчас? Вместо Аллы сейчас нет какой-то женщины, нет королевы, есть император.
Есть император, который заключил договор с неким королем Пентаклей, с тем же королем, с которым Алла заключала этот темный договор. С тем же самым. И этим императором, я подозреваю, является тот самый король, это, собственно, Филипп Киркоров. Пока он самый главный на сцене, понимаете? И он сейчас, как это ни странно звучит, ищет ту самую королеву. Но хочет, чтобы той самой королевой, я вам уже сказала, стала его дочь, да, но дочь еще должна вырасти. И поэтому он ищет и пока не может найти по 4 мечей. Пока это дело как бы вот такое, да, но святое место пусто не бывает, как говорится. Такое ощущение, что Филипп на самом деле, как это ни странно, против всего того, что творится на Украине. Однако из-за того, что его сделали королем эстрады, из-за того, что король Пентаклей предложил ему хорошую денежку, он отказался от той затеи, то, что он против войны, как бы, да, и он сказал, что я за войну. Вот так интересно здесь. Король эстрады, сейчас он, именно ему нужно найти королеву эстрады. С ним долго ругался некий человек, некий король Пентаклей, долго что-то говорил ему, долго что-то вот как-то огрызался на него по рыцарю мечей. Что, мол, даже если тебя не устраивает ситуация, которая сейчас происходит в стране, ты не имеешь права осуждать страну, ты должен быть за нее и везде высказываться только за Россию. Хотя ему это очень тяжело. Ему это очень тяжело, потому что он очень любил Аллу, в хорошем смысле этого слова, как друга. А Алла против войны, понимаете, да, их как бы разделила сейчас. И ему вот сейчас, Филиппу, несмотря на то, что он как бы ведет такую яркую жизнь, ему все равно тяжело. Ему тяжело, несмотря на то, что вот он заключил договор, у него все хорошо, у него есть деньги, но ощущение того, что он высказывается за войну, вот это для него тяжело, как это ни странно слышать. И он сейчас ищет ту самую королеву для сцены. Ему поручено найти эту самую королеву, привести ее на сцену. И поэтому у него сейчас очень много наставников, если вы не заметили, да? Если вы заметили, вернее, очень много наставников, и он прям перебирает их друг за дружкой, ищет ту самую королеву, чтобы она стала преемницей Аллы на какое-то короткое время, на какое-то непродолжительное время, но хочет, чтобы была его дочь, но дочь еще пока не выросла. И вообще, как будто бы он против войны, но ему запрещено высказываться против войны, а наоборот, нужно за то, чтобы была война на Украине. Хотя ему это тяжело дается, потому что он помнит, сколько добра для него сделала Алла, и вот он все-таки из-за совести к тому, что вот, ну, из-за Аллы больше, да. Тут интересная такая история, но тут Филипп такое ощущение, что как будто на коротком поводке его водят, как вот собачку, и он не может своего слова высказать. И последний вопрос. Вернется ли Алла Пугачева в Россию? Быстренько. Мы все-таки с вами сегодня про Пугачева гадаем, а не про Филиппа Киркорова. Но Филиппа Киркорова тоже пришлось задействовать, потому что, сами понимаете, они были очень долго вместе. Вернется ли Алла Борисовна? Вернется ли Алла Борисовна в Россию? Ей придется просить, чтобы ее взяли в Россию. Ей придется просить, потому что ей там создадут какие-то не очень хорошие условия, что ей придется мимикрировать, притворяться, придется сделать так, что она как будто бы вообще здесь ни при чем, что она не высказывалась против войны на Украине. Ей придется поступить вот таким вот образом, как дьявол, да, обмануть, мимикрировать, притвориться, сказать, что я вообще тут ни при чем, я не высказывалась против войны в России. Верните меня, примите меня обратно, пожалуйста. Как милостыню просить, да, она попросит сама. Она попросит сама, и ее возьмут. Да, она вернется. Вернется когда, как скоро. Быстренько посмотрим, это у нас уже с вами время, мы долго с вами сегодня делаем расклад. Как скоро. Скоро. Очень скоро. От 2 месяцев до полугода.
Она вернется очень скоро. По поводу дома, там продажи дома, ну, мне кажется, это все ерунда. Да, по поводу продажи дома это полная ерунда. Кстати говоря, я быстренько вам уже раскладываю, чтобы... Ну да, она просто боится высказаться. Угу. Да, вернется очень скоро, от 2 месяцев до полугода, и попросит сама, чтобы ее вернули, потому что такое ощущение, что там ей не дадут нормального жития-бытия. Это было все на сегодня про Аллу Пугачеву. Пишите в комментариях, что вы думаете про этого человека. Пишите в комментариях, что вы думаете про это видео, какие видео вы бы хотели видеть на моем канале. У меня также появился закрытый канал на Бусти. Пожалуйста, подписывайтесь. Там вышли новые видео про Владимира Владимировича Путина и Юрия Шатунова. Жду ваши комментарии, вопросы к этому видео. Также прошу поставить лайк, подписаться на канал, если вы не успели это сделать. Я вас очень люблю. До новых встреч!